Нихау. Когда выбирал себе роторную терку, смотрел много обзоров, но на металлическую терку обзоров не было. Поэтому решил снять. И вот одна из частей, которую сейчас вставлю и буду крутить, из-за которой, в принципе, и покупалась эта терка. Остальные меня не интересуют. Это у них считается крупное отверстие. Чем принципиально отличается эта терка от пластиковых? В пластиковых очень много людей говорят, что сама терка тупая. Здесь терка достаточно острая, плюс ее штифт металлический. Это очень хорошо. Но я так думаю, что и наточить эту терку несложно. Если взять наждачку и в обратную сторону вращать этот барабан, то, я думаю, можно наточить. В комплекте у нее еще есть 4 насадки. Но они меня просто меньше интересуют. Может быть, когда-нибудь я и воспользуюсь какой-нибудь из них. А пока что они так и остались запакованными. Это совсем мелкая терка. И 3 вот таких. Ну вот я думаю, вот это вот будет еще полезно. Она будет дольками резать. Вот. Это, я так понимаю, для шоколада. Ну или чего-то в этом духе. Но это для длинных каких-то нарезок. Кому вообще такая терка может понадобиться? Да, в принципе, любому. Удобно. Единственное, что мыть ее, конечно, не очень приятно, поэтому лучше сразу большое количество чего-то натереть, чтобы было осмысленно потом мойка этого агрегата. Ну, например, вот такое количество морковки. Один из негативных отзывов, то что ручку эту тяжело крутить 3 пальцами. Я не могу не согласиться. Но вспомните советские мясорубки, примерно точно такая же конструкция была и у них. И если взять какой-нибудь предмет, типа вот такой вилки, то в принципе вопрос очень легко решается. Ну, конечно, 2 руками это надо делать. И если интересно расстояние, вот у меня, например, вылет столешницы всего-навсего 2,5 сантиметра. Так что она тут помещается хорошо. Среди тех обзоров, которые я успел посмотреть, есть такая претензия, что слишком много отходов. Согласен, но мне кажется, что они окупаются с производительностью, скоростью того, как я все это шинкую. Я применяю меньше усилий для того, чтобы нашинковать такую кучу моркови. Я реально не устаю с этого. Я покажу сейчас, что остается, какой отход. Ну и в принципе он не отход, если его съесть, правильно? И да, кстати, еще, значит, претензия есть, то что во время натирания какого-то продукта ручка вот эта вот затягивается настолько сильно, что ее тяжело потом открутить.
Так вот, она затягивается именно потому, что пытаются до конца дорезать эти отходы, которые остаются. И они зажевываются между барабаном и самой теркой. И тогда сам барабан клинит, и, естественно, мы эту ручку затягиваем сильнее. И если мы не будем пытаться вот эти вот кусочки до конца дорезать, то и проблема с закручиванием ручки тоже исчезнет. Ну вот типа таких отходов вкусненьких. Есть вот такая штука. Не, я считаю, это очень удобно. Вот остался вот такой отход. Ну, при желании, в принципе, его можно, конечно, вот так вот еще и постачивать. Но я думаю, зачем этой ерундой заниматься? Ну и сейчас можно засечь, за сколько будет перетерта вот такая морковка. На максималке. Все, можно считать, что она стерта. Набивается сюда тертая морковь. Ее, конечно, отсюда лучше убирать, чтобы она потом не придавала высоту следующей морковке. Потому что следующая морковка тогда останется еще толще, потом еще толще, еще толще. Ну или что вы там отрете. Ну и вот я закончил все ее чистить. Получилось у меня ее много, слишком. Раз. Два. Три. И еще в тарелке. Вот. И хотел показать, как она откручивается после этого. Ну, в принципе, даже не очень тяжело получилось. Думал, будет тяжелее. Она прям легко снялась. Может быть, звук придется потом отдельно набубнить в микрофон, отдельную звуковую дорожку. Вот. Ну, как-то так. Все.